Вот такой вот Lexus нам приехал. У человека загорается ошибка по гибридной системе. У автомобиля пробег около 26 тысяч километров. Это у нас Lexus CT200H. Около 26 тысяч километров. И чтобы при таком пробеге умирала батарейка, это нонсенс. Это должна была быть какая-то проблема, которая привела к уничтожению батарейки. И вот сейчас хочу продиагностировать и посмотреть, что же все-таки произошло, почему батарейка умерла. Ну и тогда будем смотреть, что делать. Менять батарейку или что с ней дальше делать. Так, чтобы сразу не забыть, пробег точный 17 895 миль. Это примерно 28 тысяч километров, а не 26, как я первоначально сказал. 28 600, что-то около того. В общем, сейчас делаю диагностику и посмотрим, если у нас ошибка перманентная. Присутствует все-таки у нас перманентная ошибка, и ее удалить компьютером невозможно. Она удаляется через несколько циклов разряда заряда, и если проблемы нет, то эта ошибка тухнет. И владелец автомобиля говорит, что он ошибки стирает периодически, чтобы они у него не светились на приборке, потому что ездить с ними не очень хорошо. И, соответственно, вот у нас обозначает, что у нас ошибка перманентная, и ее хоть удаляй, хоть не удаляй, она удаляться не будет, но при этом вот здесь, в этом окне, оно у нас не высвечивается. То есть здесь ее нету, заходишь, она у нас есть. И она рекомендует заменить полностью батарею в сборе. Ошибка P0A80. В общем, сейчас хочу посмотреть, что у нас, какие элементы у нас умершие. Так, у нас слабое напряжение на вот этом элементе. Но, кстати говоря, — 100 милливольт у нас дельта почти. У нас действительно вот этот первый элемент очень сильно высаженный. И это могло быть, судя по тому, что пробег маленький, могло быть, что автомобиль долго стоял с севшей батарейкой. И, как известно, никель-металлгидрид имеет саморазряд высокий. И если она долго простояла, элемент мог высадиться и в результате провалиться по напряжению и потом не восстановиться. Поэтому сейчас будем согласовывать снятие батарейки, промеряем емкость батареи в сборе. Батарейка у нас находится в багажнике, поэтому сейчас нужно будет чуть разобрать багажник и добраться до самой батарейки. Вот, собственно говоря, и сама батарейка. Сейчас сниму ее и уже на столе сниму крышку, сниму шины и поставлю на стенд для проверки емкости. Вскрыл крышку батареи, и вот здесь как раз такая же точная ситуация, как и в недавнем ролике, в коротеньком видео, которое я делал. Там тоже были окислы и сгнивший провод. Так вот здесь тоже вот видно окислы на всех шинах. Тоже нужно будет снимать, мыть, чтобы дальше это все не разрасталось. И также есть коррозия и с этой стороны, и в том числе на проводах. Поэтому нужно будет тоже смотреть, чтобы не было окислений сильных. И, возможно, тоже придется менять эти провода. И тоже, соответственно, нужно будет вымывать шины. И здесь вот тоже вокруг этих болтов есть какие-то окислы. Сам металл здесь оцинкованный, но вот, возможно, где-то здесь есть какая-то проблема. Возможно, сам элемент где-то течет. Не знаю, сейчас тоже поставим на стенд, проверим и снимем, естественно, с этой рамки. При этом в багажнике следов, каких-то следов воды не видно. Есть вот какая-то такая коррозия, но это больше какой-то порошок. То есть она, хотя вот под этими рамками есть, под усилителями, варенными в кузов, есть тоже коррозия. Возможно, таки сюда водичка попадала, но так вроде не видно, чтобы автомобиль был утопленник или еще какие-то последствия. Вроде как все красиво и аккуратно, а вот с батарейка чуть окислилась. Ладно, ну ничего страшного. Будем исправлять всю ситуацию и проверять элементы. Кстати, еще хотел сказать, что вот моторчик.
и на нем тоже собирается пыль. Естественно, пыль собирается неравномерно, и он может тоже давать вибрацию. Вон там какие-то волосы намотало. И волосы, кстати, могло намотать из-за того, что воздухозаборник находится вот здесь, в этой части. И если сядет девушка с длинными волосами, то волосы там могут затягивать. Не сразу, конечно, вентилятор, потому что там достаточно большая длина, но тем не менее с шубы или с головы могут волосы туда затягиваться. В общем, это тоже нужно будет отмыть все, чтобы не было вибрации и чтобы вентилятор работал. И попытаться эти волосы оттуда вытащить. И еще что, я уже когда-то говорил в одном из роликов по поводу ремонта таких приусов, что на Тойоте даже на 20-м кузове были такие резиновые трубки. Вот, кстати, и батарейка с 20-ки, вот здесь идут эти газоотводы, газоотводные трубки, которые отводят, и они отводят под днище автомобиля. Но почему-то на всех более свежих автомобилях они посчитали, что это не нужно, и избавили от этих трубок. Возможно, за счет этого они, конечно, сэкономили кучу денег, а возможно, посчитали, что это не сильно влияет на здоровье, или же здоровье не сильно важно. Не знаю, из каких соображений они так поступили, но тем не менее, так и есть. На всех более свежих автомобилях этой газоотводной трубки уже нету. Кинул вытравить шины. Сейчас вытравится кислотой, потом обмою щелочью, и все, можно будет высушивать, сделаю химическое лужение. Под предыдущим видео в комментарии писали, что если протравить шины кислотой, то после этого они сначала вроде как красивые, потом они опять начинают окисляться. Вот как один из вариантов, можно покрыть оловом, защитить шины, чтобы они не окислялись. Это покрыл раствором для химического лужения, покрыл оловом. И вот они вот теперь такие вот блестящие, покрыты оловом, тонким-тонким слоем. И за счет этого медные шины будут гораздо дольше служить, меньше будет окисляться. Установил батарейку на стенд. И вот как раз видно, что у нас напряжение, ну они сейчас идут наоборот, 27-28 канал, 74-763. На всех остальных по 8,1 примерно, 8,1, 8,10, 8,11, 8,9, 8,09. А здесь у нас 7,54, 7,63. В общем, сейчас заряжу тогда ее и дальше будем промерять емкость. Так, здесь у нас уже все настроено, поэтому можно ее уже и запускать. Слышал, ролик классный. Все, вот у нас пошел процесс заряда. И когда зарядится, после этого включим на разряд, на замер емкости. Ну и, соответственно, потом поставим ее на балансировку. Зарядим до полного и до капельным. Зарядим ее капельным зарядом до полного, и после этого только будем устанавливать в автомобиль. В общем, и сейчас она будет заряжаться. Элементы у нас уже зарядились все. И те, которые у нас были более слабые, взяли по один элемент 1,46 ампер-часа, а второй 1,2 ампер-часа. Остальные по 0,35, 0,29. В принципе, более-менее равномерно, но это, правда, на заряд. Сейчас включу ее на разряд. Включу на разряд и посмотрим, что у нас в результате она накачает. Так, вот уже у нас около 1,5 ампер-часа скачала, и, к сожалению, такие эти два элемента емкость, видимо, потеряли, потому что уже дельта 200 милливольт. У них уже напряжение 6,89, 6,70, 6,67, и все, начинает падать. Вот как раз дошло до того момента, когда элемент пошел высаживаться. Ну, сейчас стенд остановится. Он увидит и по дельте остановится. Вот он уже остановился и накачал 1,6 ампер-часа. Сейчас, соответственно, и этот элемент остановится. Уже очень сильно падает. 6,815, 12. Сейчас это тоже остановится.
А все остальные пока нормально держат напряжение. 7.15, 7.16, 7.165 вольт. К сожалению, эти два элемента все-таки умерли. Поэтому их менять придется. Несмотря на то, что обычно умирают средние, здесь умерли два крайних, которые ближе к контакторам, ближе к БМС. Все, пошло падение напряжения. А ты что, уехал? Нет. Куда я уеду? Все, два элемента нужно менять. Ну, в общем, в любом случае сейчас дождемся, пока померяет емкость всех остальных элементов. Ну и дальше уже будем понимать, что делать и к какой емкости необходимо подобрать в эту батарею другие элементы. И вот что мы имеем по факту. У нас 4,7, 4,5, 4,4, 4,4, 3,54, 3,51, 3,7, 2,96. Ну, желательно заменить как минимум вот этот раз, два и три. Заменить три элемента, и тогда у нас будет батарейка в целом неплохая. Конечно, разбег будет со временем, но либо же менять все, которые ниже 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В общем, в любом случае сейчас будем предлагать клиенту разные варианты, и пускай клиент принимает решение, что делаем. Для лучшего понимания всей картины происходящего построили такой вот график. И согласовали с владельцем замену только этих двух элементов, которые обведены красным маркером. Заменил два элемента среди всей батареи, наиболее слабые. Это все было по согласованию с клиентом, с владельцем автомобиля. И теперь ставлю батарею на стенд, для того, чтобы отбалансировать элементы по напряжению и чтобы у нас не было перекоса. В этом тоже нам помогает наш стенд. Раньше мы это делали все с помощью, ставили на перемычку, заряжали их все параллельно, но благодаря стенду это все стало гораздо более точнее. В общем, сейчас поставлю на зарядку и будем проверять. Одну сторону батареи скрутил уже. У нас шинки, у нас медные шины покрыты оловом. Теперь этих окислов появляться не должно. Ну и будем надеяться, что батарейка себя будет нормально вести. Сейчас скручиваю вторую сторону, и можно будет батарею подкидывать на автомобиль, проверять, как она запустится у нас. И если все нормально, подключаем компьютер, проверяем состояние батареи, смотрим, чтобы не было перекосов, ну и тогда собираем и будем тестировать. Ошибка еще перманентная горит, и она потухнет только через 3 цикла. Поэтому добьемся, когда ошибка потухнет, и если все нормально, тогда будем отдавать автомобиль владельцу. Ну, конечно же, тестовый выезд, как же без этого. Сейчас проедусь, протестирую, чтобы ошибка никогда не выскочила. Ну и тогда уже можно будет автомобиль отдавать владельцу. Вообще-то этот Lexus больше исключений из правил, так как обычно они приезжают на ремонт батареи с пробегом больше 200 тысяч километров. Вот, например, Lexus ES300H. Данный автомобиль 2013 года. Сейчас посмотрим, сколько у него пробег. Пробег на нем 223 604 километра. Ремонт батареи был аналогичный предыдущему, поэтому выкладывать видео не буду. А вот, например, Lexus RX 450H был не с заменой отдельных элементов, а с установкой китайского комплекта. Будем устанавливать вместо штатных лексусовских элементов бамбуки. Они идут сразу в комплектах с монтажным
они идут сразу с монтажным комплектом для установки на Lexus 450H. И они ставятся в штатные места. Спасибо китайцам, что они дают подробную установку. Благо, китайцы сделали мануал, в котором все расписано, где какой модуль. Они все подписаны, и все монтажные отверстия совпадают, провода с разъемами совпадают. То есть, в принципе, по системе Болтон снимаешь старые модули и устанавливаешь новые. Хоть есть инструкция по установке, но все-таки есть некоторые вопросы по этой установке. Например, нарисовано, что нужно соединить оригинальный провод с шиной, которая выходит с батарейки. При этом есть в комплекте изоляционные колпачки, которые одеваются на болты, но сама шина остается открытая. То есть там необходимо дополнительно чем-то заизолировать. Поэтому есть некоторые моменты, но в целом, благодаря инструкции, это все можно легко сделать. Но дальше, конечно, соберем батарейку эту, подключим питание к автомобилю и посмотрим, как она будет, видеть не будет. Есть, конечно, некоторые моменты, на которых китайцы сэкономили. Это вот вместо того, чтобы здесь провод и сделать разъем, потому что здесь они везде разъем поставили, то здесь они предложили вот такую делать скрутку и изолировать. Кинули сюда вот такие вот колпачки, которые сверху одеваются для того, чтобы была изоляция внешняя. Но шины все равно остаются оголенные, так что это сильно не спасает. Главное, поэтому... вот два колпачка пойдут на этот болт, и два колпачка пойдут еще на один болт. Они даже запасного не положили. Все сделали впритык, но экономия. Конечно, был бы здесь разъемчик, было бы еще лучше, безопаснее. Но имеем, что имеем. Поэтому придется здесь изолировать хорошенько. А так, в принципе, все остальные разъемы маленькие, сигнальные, они все подходят. Но если бы здесь китайцы поставили просто пины, и нужно было собирать самому коннекты эти, то было бы, наверное, не совсем удобно. Поэтому спасибо именно на этом. В общем, сейчас продолжаем скручивать эту батарейку. Теперь можно все собирать обратно и будем выезжать, тестировать автомобиль. Все у нас работает, напряжение все показывает, все четко подсоединено. И осталось только все собрать в кучу. А вот так вот выглядит сам мануал. Показывает, где что подключать, где какие провода соединять. Очень много важной информации, особенно скрытой вот здесь вот. В общем, вот такие вот комплекты продаются для установки батареек на Lexus. Если кому интересно, то вот выписка с мануала Lexus. Возможный пробег в режиме EV варьируется от нескольких сотен метров до 1 километра. При этом фактически зимой с хозяином автомобиля проехали 1,8 километра.